Всем привет, с вами Isaacs, и это второе видео, где мы пишем свой упрощенный рендерщик на JavaScript. Если вы не знаете, о чем это видео, посмотрите лучше первую часть, вам станет намного более понятно. Ну а мы продолжаем. У нас, первое видео остановилось на том, что мы научились рисовать линии. Вот у нас линия на поле. С этого мы сегодня и начнем. Также я создал вот такой вот репозиторий, где у нас все расписано по папкам. У нас, видите, папка 000. Старт — это начало первого видео, где у нас ничего нету, только HTML файл и библиотечка, которая умеет рисовать точки. Так, потом папка 001 — это create line. В ней как раз таки вот этот вот файл, где мы умеем рисовать линию на нашем поле. Сегодня будем работать в папке 002. Сейчас я вам ее покажу. 002 create triangle. И мы будем создавать треугольники, как из названия идет. В общем, какой у нас на сегодня план? Смотрите, мы научимся сначала рисовать треугольники, это самое простое, немножко позанимаемся анимацией, потом научимся отображать какие-нибудь 3D-объекты и добавим и 3D-объектам анимацию. Картинка уже будет покруче, чем просто линия, так что будет интересно, но и немного посложнее. Но это не так важно. Так, какие еще изменения произошли? Еще вот добавилась, видите, библиотека MyDrawer_Anim. С занятия 002 у нас библиотека немножко изменилась, и теперь она будет лежать в корне проекта, начиная с этого занятия, все будут ссылаться на нее. Поэтому, смотрите, я из 001 create line копирую все вот эти вот три файла в папку 002, но MyDrawer отсюда удаляю. Так, теперь открываю Visual Studio Code. Так, вот мы находимся в папке 002. Открываю индекс HTML и меняю расположение нашей библиотечки. Значит, две точки и слэш, это я поднялся на один уровень выше, и здесь пишу новое название MyDrawer_Anim. Так, что же изменилось? Почему она теперь у нее другое название, лежит она в корне? Ну, в корне я положил, чтобы не плодить эту библиотеку в каждом следующем занятии. Вот, но и тут есть, конечно, два важных изменения. Во-первых, я доделал анимации, и анимации теперь работают. Значит, мы можем теперь задать функцию update, где вот setUpdate. Когда мы задаем функцию update, это значит каждый кадр будет вызываться эта функция. И можем вызвать функцию startAnimating, и тогда наша анимация начнется. Это первое изменение. А второе изменение, что я изменил систему координат. То есть, как вы помните, у нас 0,0 был в верхнем левом углу. Теперь 0,0 будет в левом нижнем углу. Вот смотрите, если мы сейчас откроем наш файл, который уже ссылается на новую библиотечку, то линия уже будет рисоваться из левого нижнего угла в правый верхний. То есть вот это одна и та же линия, просто в разных системах координат. Для чего я так сделал? Я же говорил в прошлом занятии, что в принципе все равно. Ну, как видите, действительно все равно, у нас наша программа работает, все хорошо, то есть ничего не сломалось, линия рисуется. Но дело в том, что все 3D-пакеты, они все-таки позиционируются, что объект находится в координате 0,0, и если, ну и обычно другие координаты, в общем, направлены вверх, вправо, ну и вглубь. Вот, все-таки никто не рисует из верхнего угла, все рисуют откуда-то снизу. В общем, это будет удобнее, то есть если мы будем отображать какого-то там человека, например, или еще что-то, у нас не будет перевернут и будет располагаться правильно. Вот, значит, так, основные моменты объяснил. Все, можем приступать к работе. Все, надеюсь. Ну, теперь даже должно быть проще. Думаю, вы сами понимаете, что так рисовать приятнее. Так, все это все закрываем. Так, тихо, тихо, тихо. И начинаем. Значит, открываем main.js в папке 002, и здесь мы будем работать. Все, больше нам ничего не надо. Значит, что мы делаем? Мы хотим сделать функцию, которая будет рисовать треугольники. Треугольники. Что такое треугольник? Треугольник — это как бы три точки, соединенные линией. Значит, на вход мы будем подавать три точки. Первая точка x0, y0, вторая точка x1, y1, третья точка x2, y2. Значит, внутри этой функции мы будем просто вызывать addLine 3 раза. Сначала от точки x0, y0 до точки x1, y1. Так, копирую 2 раза. Значит, тут у нас от x1, y1 до x2, y2.
Так, и здесь от x2, y2 до x0, y0. Отличный треугольник мы сделали. Давайте вот это все. Так, ну вот это вот я удалю, цикл, вот это оставлю, потому что, может быть, мы еще что-то будем мерить, чтобы потом лишний раз не писать. Так, до шоу. Не забываем, что шоу должен быть вызван последним. Мы теперь можем какой-нибудь треугольничек попробовать нарисовать. Давайте треугольник. Начнем с какой-нибудь точки 20-20, потом пойдем направо до 80. Чуть-чуть поднимемся, 25. И где-нибудь посерединке в 50, но по Y повыше возьмем. Ой, 360. 60. Вот такой треугольник. Давайте проверим. Вот, все, треугольник у нас рисуется. Отлично. Этого мы добивались. Видите, первую задачу мы очень даже быстро решили. Давайте теперь расскажу, как делать анимации. Так, ну, для анимации я только сначала завел константы. Вот в прошлый раз мы это не сделали. Вообще лучше всегда все числа магические, да, которые непонятно откуда взялись, типа вот как эти 100, 8, все-таки записывать в константы. Это потом часто может вас спасти. Давайте сейчас это сделаем. Значит, ширина. Так, потом высота. Height. И давайте еще константу сделаем zoom. Так, константы я пишу большими буквами. Они должны отличаться. Так, и можем вот это все сюда подставить. Так, хорошо. Теперь, что нам нужно для анимации? Чтобы нам сделать анимацию, нам нужно вызвать метод setUpdate. И сюда задать функцию, которая будет вызываться каждый кадр. Значит, у нас еще такой функции нет, мы должны ее создать. Так, ладно, это мы все снизу оставим. Здесь вот я создам function update. Называем ее как угодно, я ее называю update. Вот именно имя этой функции мы и должны передать в setUpdate. Так, теперь тут мы пишем, что будет вызываться каждый кадр. Ну, каждый кадр мы хотим рисовать, например, наш треугольник. Причем сначала, перед тем, как это все заработает, мы должны очистить поле, потому что иначе предыдущий кадр будет оставаться. Значит, поле очистили. Потом нужно задать цвет для нашего треугольника. Давайте я красный задам, он более контрастный, его лучше видно. То синий на самом деле не самый лучший выбор. Вот, и в конце нам нужно вызвать шоу. Показать то, что мы тут все написали. Вот этот вот шоу нам пока не нужен. Так, отлично. Угу. И теперь просто, чтобы запустить эту анимацию, нужно написать start animating. По-моему, так. Сейчас посмотрим. Запустим. Так, он нарисовался. И анимация на самом деле пошла, но у нас ничего не меняется. Нам нужно создать какую-нибудь переменную, которая будет изменять какую-нибудь координату. Давайте создадим какой-нибудь xAnim. Изначально он будет равен нулю. И он будет как-то меняться. Вот dxAnim. Каждый кадр будет меняться на это значение. Значит, xAnim мы передадим в последнюю точку вот сюда вместо 50. И смотрите, что мы будем делать. Мы будем каждый кадр прибавлять dxAnim. К xAnim, да? xAnim будет прибавляться до xAnim, то есть единички. Но, когда мы дойдем до края нашего поля, мы должны пойти в другую сторону. Поэтому мы пишем, если xAnim станет равен краю поля, это у нас ширина минус 1, вот для чего мы выносили константу, тогда нам нужно изменение x сделать теперь отрицательным. То есть теперь будет минус 1. Но если мы дойдем до конца поля с левой стороны, то есть xAnim равен нулю будет у нас, тогда dxAnim будет опять положительный. Хотя вот это все можно написать просто в конце уже, после шоу, чтобы не разбивалось так нелогично.
Так, вот это тоже. Тут у нас сверху рисование, снизу логика каких-то переменных. Так будет более правильно. Так, запускаем. И вот анимация пошла. Вот у нас X меняется, он доходит до конца, ударяется, получается, в это поле и идет обратно. Можно увеличить количество кадров. Сейчас 10 кадров в секунду. Тоже есть такой метод. Set. Посмотрим. Set FPS limit. Вот он по умолчанию десяточка. Можно чуть побыстрее поставить, чтобы оно летало. Вот 60 кадров в секунду. В принципе, вот с такой скоростью работает. Ну, в принципе, по-моему, классно. Анимация добавляет какой-то живости, уже что-то интересное тут есть. Так, ну, с этим мы закончили, и давайте теперь переходить к рисованию каких-то 3D-объектов. Так, для того, чтобы рисовать какой-то 3D-объект, нам нужно как-то его создать, во-первых, и подумать, в каком формате мы будем их хранить. Значит, создавать 3D-объекты мы будем в Blender. Так, Blender у нас бесплатный 3D-пакет. Вот сайт Blender. Тут просто нажимаешь Download Blender, скачиваешь, устанавливаешь и все. В принципе, это бесплатная программа, отлично работает, и в ней есть то, что нам надо. Поэтому вот у нас еще одна программка добавилась в наш список. Так, запускаем Blender. Сейчас покажу, что нам тут надо. Вот так запускается Blender. Мы открываем файл просто General. И вот здесь у нас есть кубик. Вот этот вот кубик мы и возьмем за основу. Значит, мы будем сохранять 3D-объекты в формате Obj, потому что в нем, в принципе, есть все, что нам нужно, и никаких лишних данных. То есть мы сможем его распарсить и найти расположение всех точек, и по ним построить наш объект. Так, как нам сохранить кубик в этом формате? Мы заходим в файл, экспорт, и выбираем здесь wirefront.obj. Теперь выбираем, куда сохранить. Значит, я выбираю рабочий стол, видео, render.js, и тут у нас есть наша папка, где мы работаем, 002 create triangle. Так, сохраним сюда, назовем этот файл как box. Но не торопитесь нажать экспорт, мы должны посмотреть вот вкладку geometry. Так, и transform тоже. Смотрите, что важно в вкладке transform, вот куда направлена ось верха. Как раз таки вот то, что мы меняли библиотеку, видите, вверх направлена ось Y, но она направлена вверх. То есть, ну, все как у нас есть, да. Это нам как раз подходит, потому что у нас вот ось Y теперь смотрит наверх. В принципе, здесь можно поставить любую ось в любом направлении. Но по умолчанию Y up. Также нам нужно поставить галочку Triangulate Faces. Дело в том, что вот эти вот грани, фейсы, вот у этого объекта, это сейчас прямоугольники. И формат Obj умеет оптимизировать эту вещь и сохранять фейсы не как треугольники, а как прямоугольники. Нам это не подходит, потому что мы будем рисовать объект 3D именно из треугольников. Ну и вообще многие движки так делают, то есть, например, какой-нибудь движок Unity тоже рисует 3D-объекты из треугольников. И вообще часто при создании моделей там в лоу-поле все преобразуют в треугольники, так что это нормальная практика. В общем, галочку здесь ставим, чтобы у нас были только треугольники. И все, нажимаем экспорт. Так, теперь мы можем Blender пока убрать и посмотреть на файл, который... Так, я что-то заново открыл. У нас появился вот box obj. Вот он файл. Значит, из чего он у нас состоит? Он у нас состоит из того, что вначале описано, что это просто создано в Blender. Вот ссылочка на Blender. Так, это закроем. Потом ссылка на MTL файл, есть нужны какие-то материалы. Но у нас этого нету. Дальше идет вот буковка O, это значит объект, object. Объект у нас куб. Потом идет V, это вертексы, то есть это точки нашего куба. Как видите, у кубика 8 точек, что логично, и вот их координаты. X, Y, Z. Так, дальше идет VT, это координаты текстур. Пока что нам это не пригодится. Потом идет VN, это информация о нормалях. Пока тоже нам это не пригодится. Вот. И дальше вот буковка F, это наши грани, то есть треугольники. Вот, их тут треугольников 12 штук. Получается, на каждую сторону нашего боксика по 2
грани. И что это такие за числа? Это 3 числа, точнее, тут чисел больше. В общем, эти вот, видите, как бы разделено на 3 такие составляющие. Это информация как бы о каждой точке. То есть первый треугольник, он у нас состоит из вершины 5, 3, 1. А где нам вот эти, где пятая вершина? Пятая по счету, да, вот здесь 1, 2, 3, 4. Это значит сначала вот это пятая, потом третья и первая. Вот соединили их, получился наш треугольник. Второе число, это показывает, какую из ВТ-шек нужно брать, то есть как текстуру нужно располагать на этой грани. То есть вот нужно взять первую, вторую и третью из вот этих вот ВТ-шек. А третья показывает, как располагаются нормали. То есть нужно взять, видите, тут вот нормаль первую. То есть вот это, ну, эта грань как раз-таки направлена по нормали, вот по такой вот, которая смотрит по Y в одну сторону. Ну, в общем, надеюсь, понятно. Сейчас я еще покажу это дело в фигме. Давайте, у меня тут есть небольшой рисуночек. Он тоже кое-что прояснит. Вот фигма. Вот так вот выглядит наш боксик. Вот каждая вершинка имеет какое-то свое число. Вот эти вот грани, они все разбиты на треугольники. Вот я тут только одну разбил. Вот, и у нас будет создаваться два массива. V-array и F-array, да, то есть как бы массив вертексов и массив граней. Значит, в массив вертексов у нас будут заноситься координаты каждой точки, да, то есть, допустим, вот точка 0, у нее координаты какие-то x0, y0, z0. Точки 1, такие координаты, точки 2, такие координаты. А в F-array мы будем записывать как раз-таки информацию о том, как образуются наши треугольники. То есть, допустим, первый треугольник, нулевой, он у нас образуется из соединения точек 0, 1, 3. Следующий треугольник 1. Так, сейчас давайте. Ну, вы поняли, 0, 1, 3 это вот это вот 0, 1, 3 треугольник. Так, следующий треугольник образуется из точек 0, 3, 2. 0, 3, 2. И, в общем, так вот по всем граням нам надо пробежать, да, то есть у нас весь... так, это я не так создавал. У нас весь кубик разбит на эти треугольнички. То есть следующий у нас 1, 1, 7, 3, 1, 5, 7, ну и так далее. В общем, все расписано, и уже поэтому мы тогда сможем пробежаться и построить наши треугольники, и у нас на нашем поле отобразится наш 3D-объект. Так, это я рассказал. Надеюсь, было понятно, но сейчас мы еще это на практике сделаем, станет еще понятней. Но нам нужно как-то научиться вот этот вот файл obj парсить. У меня есть библиотечка, еще одну я сделал для того, чтобы распарсить и найти вот эти вот вертексы и фейсы. Так, сейчас я ее скопирую к нам в папку 002. Сначала мне надо ее найти. 2 секунды, уже почти нашел. Так, вот сюда мы ее копируем. Так не копируется, через папки скопирую. 002. Нет. Неправильно говорю, мы ее тоже в корень кинем, чтобы ссылаться просто на нее. Так будет проще. Значит, она у нас состоит из метода read text-file. Давайте только с большой буквы напишем. Значит, сюда мы передаем название файла, который мы читаем. И callback, который будет вызван после того, как файл распарсится. Так, callback — это у нас функция, которая принимает два аргумента. Массив вертексов и массив фейсов. Вот то, что я рассказывал как раз-таки в фигме. Значит, еще тут созданы две структурки. Это, получается, вектор 3D. Ну, это наши точки, да. То есть, как бы любая точка состоит из 3 координат x, y и z. Из этих, вот V-array состоит из элементов вектора 3. Так, а F-array состоит из элементов triangle. Вот, triangle — это у нас просто набор точек. Vertex 1, Vertex 2 и Vertex 3. Ну, то есть, это индексы точек, которые будут находиться в массиве Vertex Array. Окей.
Так, но есть одна проблема большая, что read текст файла просто так мы вызвать не можем. Дело в том, что наши все браузеры защищены, и мы не можем лазить по компьютеру, как мы захотим, потому что иначе было бы очень легко взломать любого пользователя, зашли на какой-то сайт, и сайт бы ковырялся у вас в файловой системе и мог бы приводить к каким-то проблемам. Поэтому нужно создать свой небольшой сервер. Вот, я сейчас вам покажу самый простой способ. Вот, я пытался этого избежать, но, к сожалению, никак без этого не обойтись. И чтобы дальше комфортно работать, нужно создать небольшой у себя серверок, можно сказать. Локально, просто чтобы мы заходили по ссылке к нашим файлам. Для этого мы заходим на сайт Apache Launch. Здесь в загрузке, так сказать, реклама, это все убираем. Так, и скачиваем здесь вот последнюю версию Apache вот для Win64, для Win32, но мне для 64 надо скачать zip файл. Так, вот он быстро качается. Значит, мы его показываем в папке. Так, у меня уже тут был скачан, но давайте покажу вот с этим снова. Значит, его мы берем, распаковываем. Распаковали. И вот эту папку Apache 24 копируем и вставляем на диск C. Так, у меня тут тоже она была. То есть, если я удалю, сюда вставляем. Значит, потом заходим в Apache, в bin. Вот этот файл httpd открываем. Открывается такое черное окно. Пишем localhost. И вот здесь должно написаться it works. Все, отлично. Значит, у нас запустился локально хост наш. Теперь, что мы делаем? Это закрываем. Как видите, это вот страничка, это страничка HTML, это вот it works. И она находится вот где-то в этой папке Apache. Нам нужно изменить, чтобы это была не вот эта страница, которая лежит где-то в этой папке, а была наша. Там, где мы рисуем наши треугольнички и квадратики. Для того, чтобы изменить эту страницу, мы заходим в папку conf в Apache 24, и здесь вот выбираем httpd conf. Так, давайте это свернем. А это сюда откроем. Так, и здесь нам нужно найти определенное местечко. А вот же оно. Да, мне сразу оно открылось, потому что я уже его менял. Вот на 251 строчке у меня называется document root. Вот это вот именно расположение место, которое у нас открывается, когда мы в браузере пишем localhost. Значит, мы укажем путь вот до нашей папки render.js. У меня он выглядит вот так вот. Я его копирую. Video render.js у меня, да. И сюда вот тоже в document root и в директории. В два места написали, сохранили, закрыли. Так, теперь мы можем опять вернуться в папку Apache 24, в bin. И смотрите, вот этот вот файл, я его просто запускаю. Вообще его можно поставить. Если открыть командную строчку, можно вызвать там install, ключ K и вот на этот файл сослаться. Тогда Apache установится в службы Windows, и он будет запускаться более удобно, то есть там сразу и так далее. Но я не хочу, чтобы у меня в службах висел какой-то Apache. Мне вот, в принципе, не доставляет каких-то неудобств запустить вот так вот через черное окошко двойным кликом, поэтому я буду делать так. Если хотите, то там в интернете полно уроков, как это сделать по-другому. Меня такой вариант устраивает, мне кажется, он быстрый и удобный. Так, значит, мы запустились. Теперь давайте посмотрим, что у нас получается. Теперь мы пишем localhost. Так, а почему это мы остались? А, нет, все, вот еще раз нажал, видимо, что-то закэшировалось. И мы оказались в нашей папке. Так, теперь мы можем зайти в 002 Create Triangle. И, там по умолчанию у нас создан файл index.html, по умолчанию индекс открывается автоматически. Вот наш файлик открылся. Отлично. Все, теперь мы можем работать с библиотекой ObjParser и вызывать метод readTextFile. Сейчас покажу, как это работает. Значит, что мы должны сделать? Мы вызываем readTextFile. Стойте, мы же не подключили библиотеку. Так, извините, сейчас сделаем. Заходим в index.html, и вот здесь вот
Точно так же, как мы подключали MyDrawer точно так же подключаем Obj Parser. Отличненько. Все, теперь этот метод вызывать мы можем. Значит, какой файл мы будем читать? Файл, вот у нас box.obj находится в той же папке 002. box.obj. После того, как сработает этот метод и файл распарсится, мы вызываем функцию, назовем ее drawObject. Нарисуй объект. Так, функция drawObject. Ну и мы сделаем, что она будет тут нужно обязательно указать аргументы, и аргументы такие же, как вот в callback. Здесь вот смотрим callback, вот он varray и farray. В принципе, эти вот аргументы нам и нужны. Так. Значит, вначале все очень похоже, то есть вот это вот скопируем, чистим поле, очищаем, задаем цвет. Ну, в конце еще показываем. Так. Теперь тут вот нам нужно просто пробежаться по нашим массивам. Ой, не так хотел сделать. По нашим массивам треугольников и вызвать функцию для рисования линий. Значит, мы бежим как бы по треугольникам. Треугольники у нас находятся вот в массиве farray. В массиве фейсов. Так, фейсы это и есть наши треугольники. Значит, из треугольников мы узнаем точки. То есть, смотрите, let point 1. Точку 1. Значит, этот треугольник у нас содержит 3 точки, а точнее он содержит индексы. А сами точки лежат в массиве varray. Поэтому мы из varray берем ту самую точку, которая указана в нашем треугольнике. Только надо отнять единичку, потому что массив начинается с нуля, а тут у нас лежат именно не индексы, а номера. Ну, в общем, там нумерация начинается с единицы, а массивы начинают нумерацию с нуля, поэтому надо единицу отнять. Так, и все остальные точки точно так же мы узнаем. Так, point 2, point 3. Ну, мы берем вторую точку и третью точку. Так, потом мы берем let x ноликовая. Это просто point 1 x. Let y ноликовая. Это у нас point 1 y. Так, я задам все x и y более очевидно, более понятно, чтобы все было ясно, откуда берется. Так, и point 3. Хорошо. Вот, и здесь мы вызываем функцию для добавления треугольников. Add triangle, ну и вот эти вот все x ноликовая, y ноликовая, x1, y1, x2, y2. Сделали. Так, теперь у нас никаких анимаций нам пока что не надо. Поэтому вот это я все убираю. И просто вызываю drawObject. А, нет, нам вообще ничего вызывать не надо. Это же у нас callback. У нас этот метод сам вызовется после того, как файл распарсится. Все, текст файл вызвали. И нормально. Так, проверяем. Так, это окно не надо закрывать. Сюда заходим. Обновляем страницу. Так, и все сработало. Вот, как видите, у нас в углу появилась вот такая вот клякса. А вот дело в том, что мы не поменяли масштаб. То есть наш прямоугольник рисуется, но рисуется в старых координатах, как если мы посмотрим на наш файл obj, box.obj, то у нас тут координаты вот 1, 1, 1, минус 1, какие-то еще. В общем, минус 1 и 1. В общем, вот эти вот координаты и берутся. И получается, наш квадратик пытается рисоваться вот в этих вот 1, минус 1. Причем, видимо, из-за отрицательных чисел у нас еще артефакт появляется в правом углу. Для того, чтобы это избежать, нам нужно просто
сдвинуть нашу фигуру в центр поля и увеличить ее. Вот, поэтому сейчас мы это сделаем. Сейчас мы это сделаем. Нам нужно добавить сдвиг по x. Ну, мы хотим в центр поля, поэтому давайте ширину пополам просто возьмем. И центр поля по высоте тоже, поэтому dy тоже это будет высота пополам. Так, и увеличить мы хотим наш объект. Давайте назовем это Object Zoom. Давайте в 20 раз. Значит, и это мы должны каждую точку умножить на Object Zoom и прибавить наш сдвиг. Причем у иксов это будет dx, а у y это будет dy. Здесь главное не запутаться, но в принципе никаких сложностей нет. Так, где у нас там наш файлик? Вот он. Вот, и видите, наш квадратик нарисовался. Мы на него смотрим сбоку. Получился таким крестом, потому что мы рисуем и переднюю грань, и заднюю. Вот, поэтому они получаются таким вот крестиком. Но пока не так понятно, что это 3D-объект, потому что он стоит на месте, не крутится. Ну, в общем, не очень интересно. Кажется, что просто нарисовали какую-то плоскую фигню. Вот, для того, чтобы это все было поинтереснее, я предлагаю сделать так, чтобы он вращался вдоль оси Y. Вот, мне кажется, эта задача интересная, но для того, чтобы ее решить, нам нужно знать, что такое матрица поворота. Так, это я сейчас закрою. То есть, кстати, давайте я вам еще поясню, если вы не совсем понимаете, что происходит. Я могу вот здесь показать. Мы на наш прямоугольник вот так вот смотрим. То есть он у нас еще в таком прозрачном виде, где-то тут. Вот. И у нас еще это все поделено на треугольники. Я не знаю, как тут в блендере поделить, я не профессионал блендера. Но, в общем, видите, вот так, если мы в блендере смотрим, у нас тоже вот квадратик. Это на самом деле так вот выглядит неинтересно. В общем, мы сделаем, чтобы он у нас вот так вот вращался. И ну, хоть что-то будет видно. Мы будем понимать, что он 3D. Идея такая. Так, матрица поворота, что такое? Сейчас я покажу ссылочки на Википедии. Значит, вот матрица поворота. Значит, вот так она выглядит для двухмерных. Нас интересует для трехмерных, и мы будем вращать вокруг оси OY. Вот так это выглядит матрица, и нам нужно эту матрицу умножить на наши точки. Ну, а точка это как бы как вектор, то есть она состоит из трех составляющих: x, y и z. Не знаю, тут, наверное, примеров-то особо никаких нету. Да, примеров я не вижу, но, в общем, у нас идет перемножение вот этой матрицы на вектор наших точек. Вот как умножать, тоже на Википедии есть статья, умножение матриц, да. То есть, вот, допустим, есть матрица А, матрица Б. Тогда умножение этих двух матриц — это такая вот матрица С, где каждая ячейка — это вот такая вот сумма, где перемножаются А и Б. Так, тут, в принципе, достаточно все понятно, но, к сожалению, нету конкретного нашего примера с умножением матрицы на вектор. По-моему, у меня... вот у меня есть. Вот такая еще статья: умножение матрицы на вектор. Вот, в принципе, более похоже на наш пример. То есть у нас вот будет матрица 3 на 3 и вектор 1 на 3. Вот, мы будем их перемножать, и будет получаться новый вектор. То есть мы будем получать новую точку в пространстве. Таким образом, мы будем поворачивать наш объект на вот этот вот угол альфа, вот, который участвует в матрице поворота. Так, ну, это не такая простая тема, поэтому ее за 2 минуты не объяснить. Лучше вот эти вот статьи посмотреть, я их все в описании добавлю. Вот, ну а давайте на практике просто это сделаем. И я думаю, что после того, как мы это и на практике сделаем, многим станет понятнее вообще, что это такое. Так, для начала мы сделаем функцию вообще умножения матрицы на вектор. Назовем ее продукт mv, да? Ну, как бы умножение матрицы на вектор. Здесь у нас основная идея, что у нас будет какой-то new вектор. Вот, значит, здесь у нас будет вектор 3.
Этот вот вектор 3 это структура, которая создана в общем парсере. Вот она, видите, вот так выглядит, как просто функция с x, y и z. Ну, я сначала создаю пустой вектор, и, в общем, он у нас и вернется. Так, и, значит, продукт m на v, мы должны сюда вот передать матрицу и вектор. Так, все, и вот у этого нового вектора у нас будут задаваться иксы новые, новый y и новый z. Сейчас мы опишем все так вот буквально напрямую, чтобы было все более очевидно, более понятно, не будем никаких хитрых циклов делать, каких-то изменений, потому что можно немножко покрасивше с точки зрения программирования сделать, но мы пока сделаем так, что было бы понятно вообще, что у нас происходит. Так, для этого я возьму и всю матрицу распишу на строке, чтобы было более понятно. Поэтому, ну вообще, матрица это что такое? Это массив массивов, да, то есть у нас как бы матрица, она состоит вот из 3 массивов, то есть здесь вот какие-то первые элементы лежат, то есть тут, ну, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Здесь какие-то вторые элементы лежат и третье. Вот я вот беру каждую строчку в отдельную матрицу записываю. Значит, это будет вот строка 1, row 1, let, row 2. Так, и let row 3. Так, 3 строчки. Теперь, как мы умножаем? Мы берем, значит, из первой строки первый элемент. Умножаем на первую координату нашего вектора, который мы передали. Плюс. Из той же первой строчки берем второй элемент. Умножаем на координату вектора y. Плюс. Из этой же строчки берем последний элемент и умножаем на вектор z. Отлично. Это я все скопирую сюда. Тут вот, когда копируешь, конечно, важно не ошибиться и ничего не забыть поправить. Значит, мы правим row 2 везде. Так, а здесь row 3. Да, вот так вот. Все, в принципе, умножение матрицы на вектор готово. Вот это я удаляю. Так, теперь нам нужно создать функцию нашего поворота, где мы уже опишем матрицу. Вот из Википедии, то, что я показывал. Сейчас еще раз покажу. Только напишу функцию y-rotate. Значит, мы будем поворачивать наши точки, ну или векторы, неважно. Вектор, точка, да, одно и то же. В данном контексте у нас на угол альфа. Так, значит, матрица поворота у нас выглядит. Сейчас покажу, как она еще раз выглядит. Вот она, матрица поворота. Так, ладно, короче, весь экран открылась. Вот, косинус альфа, 0, синус альфа. 0, 1, 0, минус синус альфа, 0, косинус альфа. Так. Все, мы сейчас запишем сюда вот. Let, матрикс. Значит, как я говорил, это у нас массив массивов, поэтому мы создаем массив, а в нем еще 3 массива. Так, расписываем сначала первый. Пользуемся математической библиотекой, да, у нас косинус. Мы передали угол альфа, поэтому косинус альфа, дальше 0, дальше синус альфа. Учить эти матрицы не нужно, всегда можно открыть вот ту же самую Википедию и всегда это все подсмотреть. Так, вторая строчка легкая, 0, 1, 0. Дальше идет минус синус альфа. Потом 0 и косинус альфа. Так, вот наша матрица поворота вокруг оси y готова. Значит, теперь что мы должны сделать? Мы должны вернуть,
как раз таки наше умножение этой матрицы на вектор. То есть теперь мы берем вот эту вот матрицу с нашим вектором, умножаем при помощи вот этой вот функции, которую мы написали, product mv, да? Лишние пробелы. Вот. Y-rotate готово. Значит, теперь Y-rotate мы будем подставлять. Нам нужна функция апдейта теперь. Функция апдейта, которая будет вызываться каждый кадр анимации. Давайте ее вот сюда напишем. А вот эту старую функцию апдейта я удалю. Она нам больше не нужна. Там у нас треугольник дрыгался. Это нам уже не надо. Так, вот эта вот новая функция апдейта, она, в принципе, будет у нас состоять вот из того, что у нас сейчас есть в draw object. Поэтому вот это все вырезаем и вставляем в update. Так, в чем будет отличие? Вот когда мы точки вот эти вот узнаем, мы их будем вращать на какой-то угол. То есть вот мы должны здесь вот вызвать Y-rotate. Значит, передаем наш вектор, который был, и только теперь у нас будет он с углом поворота. Так, это вот так сделали. Запятая альфа. Все 3 точки треугольника мы повернули. И все должно работать. Так, это, конечно, все хорошо, но мы тут еще кое-что не доделали. Во-первых, нам нужно теперь вот эти вот переменные, вот эта функция update, о них ничего не знает. Их нужно сделать как бы глобальными в данном контексте. Поэтому мы давайте создадим 2 переменные, назовем v-array_anim и f-array_anim, да? То есть это будет у нас переменные для анимации. И вот из нашего draw object мы просто запишем их, когда их узнаем. Когда распарсится файл, мы их запишем. После этого мы тогда нашему дроверу зададим функцию для апдейта, как мы уже делали до этого. И начнем нашу анимацию. Start animating. Так, немножко я тут ошибся. Угу. Так, это мы сделали. О чем-то я еще думал. Какой-то моментик еще нужно было сделать. Но я забыл какой. Ладно. Сейчас запустим файл и посмотрим, получилось или нет. Так, по-моему, я все закрыл. Ну, сейчас мы еще раз, значит, запустим. Сейчас, значит, смотрите. Пустая вкладка, пишем localhost. Находим наш create triangle. Кстати, забыл сказать то, что иногда браузер очень сильно кэширует то, что мы изменяем. Для того, чтобы это не происходило, нужно нажать F12 и в Network поставить Disable Cache. Иначе он может кэшировать и показывать вам одно и то же. Вы уже там что-то написали новый код, а он показывает вам предыдущие результаты. Так что вот про эту галочку не забывайте. Она у меня уже стоит, поэтому я забыл сказать. Но это очень важно. Поэтому сейчас много времени этому уделяю. Disable Cache, чтобы все обновлялось. То, что есть на localhost. То есть это не как с локальными файлами, которые локально обновляются. Disable Cache важен, когда мы работаем с хостом. Так, давайте смотреть, что не так. Название я не поменял. Да, мы создали новые переменные, поэтому теперь нам нужно вот здесь вот к ним обращаться. Что такое? Вот эти вот v-array_anim и f-array_anim. Так. Пробуем перезапустить. Бывает, но как так плохо перезапускается, что мне легче, новую страницу создать, старую закрыть и просто еще раз запустить. Потому что там не поймешь, обновился, не обновился. Угол альфа, господи. Точно, самое главное, это мы и забыли. Вот что я забыл. Угол альфа указать. Да, по умолчанию у нас угол альфа будет равна нулю. То есть, получается, самый первый кадр ни на что не повлияет. А далее мы будем к альфе прибавлять какое-то число. Но
У нас угол указывается в радианах, значит, мы число π просто поделим, давайте на 180, да, то есть мы знаем, что π это как бы 180 градусов, если мы π поделим на 180, то есть как бы каждый кадр на 1 градус мы поворачиваемся. Так, хорошо. И еще что хочу сделать, что когда у нас альфа становится больше, чем 2 умножить на π, когда у нас альфа станет больше, чем 2π, тогда, ну, то есть это уже как бы 360 градусов, тогда можно альфа опять в 0 скинуть, чтобы тут не становилось очень большое число, потому что это может приводить к каким-то проблемам. Лучше о таких вещах заботиться, чтобы числа не убегали там какие-то безумные размеры. Всегда надо бы за этим следить. Все, надеюсь, на этот раз все. Но, видимо, где-то еще какая-то ошибка есть. Так, давайте я еще раз новый файлик создам. Векор. Это опечатка просто. Вектор. По-моему, что-то стало рисоваться. Да. Все, это нормально. Вот, смотрите, иногда тут у нас проскакивают какие-то элементы, но потом они исчезают. Почему так происходит? Эта проблема у нас была и в первом видео, и сейчас она возникла. Дело в том, что после наших поворотов, тут делений, каких-то умножений, здесь числа бывают с точкой, и нужно это поправить, чтобы здесь были целые числа. Для этого мы вот эти вот все наши вычисления, после этих вычислений все округляем. Делаем округление, и тогда уже никаких проблем не будет. Вот, все. Получилось. Смотрите, наш объект вращается. Сейчас очень медленно, поэтому по-дурацки смотрится. Давайте скорость зададим побольше. Так, где-то тоже писал. На 60 не хочу, 60, наверное, слишком быстро. Ну, вот 30 будет, мне кажется, самое то. Вот, все, кубик вращается. Но уже видно, что он 3D. То есть он, конечно, вращается только в оси Y, поэтому вот эти вот верхние грани мы не видим. Но, тем не менее, уже намного приятнее, что происходит на сцене. Пока никакой перспективы, конечно, нету, но в ортогональности вращение происходит идеально. В принципе, на этом все. Это все, что я хотел вам сегодня показать. Давайте только, знаете, что еще один примерчик приведем, чтобы посимпатичнее картинку получить. Мы в блендере, смотрите, что сделаем. Удалим этот кубик и зададим новый объект. Add Mesh UV сфера. Вот такую сферку сделаем. И давайте ее экспортируем. Экспорт. Так, не бол назовем, не бокс назовем, а бол назовем. Все, проверяем, что у нас треугольнички включены. Ось вверх, Y, up. Все отлично. Все, блендер можно закрывать. Сохранять не надо. Переходим в наш Visual Code. Теперь мы читаем файл не box, а ball. Так. Обновляем. Отлично, вот наш шарик рисуется, только выглядит это сейчас не очень классно, потому что у нас очень большие пиксели для такого большого количества числа линий. Так, и наконец-то мы наш зум изменим на единичку. Давайте поставим ширину и высоту 800. Так, но и наш шарик теперь будем увеличивать не в 20 раз, а в 200. Вот эти изменения надо сделать, чтобы картинка стала посимпатичнее. Обновляем, и вот. Смотрите. Теперь у нас есть вращающийся шарик, который рисуется с помощью тех самых линий, треугольников, которые мы создали. По-моему, эта картинка уже выглядит очень классно, и можно себя похвалить. Ну, а дальше будет только интереснее. Мы будем уже наши треугольники закрашивать, и на них будет светить свет. Но это уже в следующих занятиях. На этом все. Это видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Пишите какие-то комментарии, замечания, улучшайте мой код. Давайте работать вместе. Ну а вам всем спасибо за просмотр. С вами был Айзекс. Всем пока.